Эти скважины. Кого-то ждет очень вкусный ужин сегодня. Бурение становится все больше похожим на тот самый тирамису. Ребята, привет! С вами Аня, и это канал WorkTalk. Среди своих знакомых я часто сталкиваюсь со стереотипом, что нефтяник — это человек, который бурит отверстие в земле, находит там море нефти и выкачивает ее на поверхность. Сегодня я расскажу вам простыми словами, в чем главное отличие бурения нефтегазовых скважин в прошлом и как это происходит сейчас. Вчера я сидела с подругой в кафе, и под рукой у меня оказалось только пирожное тирамису. Я решила попробовать объяснять на нем. Так родилась идея рассказывать о нефти простыми словами и со вкусом. Если вам эта идея нравится, дайте знать лайками и пишите свои комментарии, чтобы я поняла, что стоит снимать дальше. Как нефть добывали раньше? Давайте разрежем кексик с начинкой, чтобы наглядно посмотреть. Кого-то ждет очень вкусный ужин сегодня. Что же они делали? Давайте разберемся. Они бурили отверстие в земле. Вот эта вот черненькая трубочка — это у нас скважина. Попадали в нефтяной коллектор. Наша шоколадная жижа — это и есть нефтяной коллектор. И нефть выкачивалась на поверхность. Это традиционный метод освоения нефтегазовых месторождений. И такой сюжет, я думаю, у большинства людей, не связанных с этой отраслью. Давайте укоротим скважину. Бурятся наклонно направленные и горизонтальные скважины для того, чтобы зайти в нужный пласт. При этом задачи такие решаются для скважин глубиной до 13 500 метров. Вот, например, наша скважина. Вот это наклонно направленная, а вот так она у нас будет горизонтальная. И представьте, что вот это вот нефтяной коллектор, и нам, соответственно, нужно зайти так, чтобы потом бур оказался в этом нефтяном пласте. Понятно, что это требует повышенного контроля со стороны сопровождения бурения и постоянного совершенствования техник и технологий, которые мы используем для повышения проницаемости пластов. Да, и как же нам извлечь эту нефть на поверхность? В первом случае вот эта вот одна скважина — это добывающая скважина. Для того, чтобы извлечь эту нефть, строились еще нагнетательные скважины рядом. В них закачивался флюид, чаще всего вода, для того, чтобы создать определенное пластовое давление, проще говоря, для облегчения вытеснения нефти и добычи ее через вот эту уже центральную черную добывающую скважину. Во втором случае, чтобы добыть нефть из вот этого пласта, у нас чаще всего используется способ гидроразрыва пласта, так называемый ГРП. Мы с вами поговорим о нем в следующих видео. Конечно, второй способ, он гораздо дороже. Отсюда вырастает и себестоимость добычи нефти. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, вообще классная идея рассказывать о нефти простыми словами. Будет ли она вам полезна? Можете задавать там свои вопросы. А в следующих роликах я вам расскажу, почему себестоимость добычи нефти, предположим, в США гораздо выше, чем в Саудовской Аравии или в России. Как формируется цена на нефть, какие существуют марки нефти и что такое сладкая нефть. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Всем пока!